остановились, а катаемся по Абхазии. Собираемся туда дальше. Корчал съездить, посмотреть. А ночуете в Алахадзе, да? Да. У меня там много знакомых. Большой каньон Хашубса – это природная достопримечательность удивительной красоты. Это узкое ущелье, прорезанное за миллионы лет потоками воды в скалах, по дну которого протекает одноименная бурная горная река. Большой Хашубсинский каньон намного протяженнее малого. Общая протяженность его самой узкой и интересной части около километра. И это не просто достопримечательность, где можно только полюбоваться на захватывающее творение природы со смотровой площадки. Это еще и место для всяческих активностей. Именно на этом большом каньоне прилагается плавание на досках для сапсерфа. И это не так просто, как кажется на первый взгляд, так как маршрут состоит из сплава сначала против течения и возврат уже по течению. И вот первая часть — это настоящее испытание, так как течение реки просто не дает спокойно грести и наслаждаться видами. А приходится в прямом смысле слова бороться со стихией. Добраться до каньона непросто. До базы, где находится команда и экипировка, доехать на легковушке можно. А вот дальше начинается типичное горное бездорожье, где без вездеходного УАЗика уже не обойтись. И то доехать на нем можно только до следующей базы с абордами. А дальше уже дорога предстоит на другой горной технике, на специальном баги, который спускает вас и экипировку к началу каньона. Это спасти каньона. Последняя стена оттуда. На горной технике. Ходим. Выходим, знаете, сразу пойдите по тропе, потому что после воды потом тропа неинтересна будет. Сперва по тропе, потом... Тут есть небольшая пешеходная часть, в которой можно впервые полюбоваться каньоном, пока еще в расслабленной атмосфере. Спускаемся к началу, надеваем до конца гидрокостюмы. Они обязательны, ибо вода в каньоне очень холодная. И потихоньку спускаем сапы в воду. А дальше лишь борьба со стихией и удивительные виды. Течение очень сильное, и порой даже бывают казусы, когда тебя сносит с доски и уносит по течению. Благо, что есть где уцепиться и есть отмели, где можно ногами дотянуться до дна. Цель плавания – это центр каньона, самая живописная его часть с полкой, где можно походить, отдохнуть и полюбоваться. Обратный путь уже релаксовый, местами экстремальный, где летим через пороги. Но в целом путь назад более легкий и эмоциональный.
Хочу выразить огромную благодарность Ашоту и Валерию за то, что помогли осуществить эту вылазку, за экипировку, за подсказки, за помощь, за хорошее настроение, за горячий чай и вкусный перекус. А также спасибо Сергею за компанию. Это не коммерческая реклама, но позволю себе оставить контакты ребят для тех, кто пожелает повторить нашу вылазку. А я благодарю за просмотр, напоминаю про подписку на канал и увидимся в следующем видео. Прибыли. Спасибо.